Олеся какая-то страшненькая стала. Олеся может вернуться к нормальной жизни, как вы считаете? Мне кажется, нет. А потом улучшение заметила. Цель к жизни у нее другая. Год спустя. А чё без фингала? Теперь жизнь налаживается, не дерусь. Женщину в вашем возрасте уговаривают остаться живой. Ты идешь на реабилитацию или нет? То есть она год была в репцентре? Да, она допилась до такой степени, что ее увезли опять в клинику, в Питере уже положили. Я вспоминаю то дно, на котором я была. И туда я точно не хочу. Признан аварийным в 2015 году. Так ему 135 лет. После передачи дали квартиру, как обещали. С новосельем. Всем дали. Спасибо большое. Моя мама вот уже 5 лет клеит суперклеем себе зубы. С мамой все хорошо? Да, улыбается часто. Но без суперклея теперь улыбается. Конечно. Наталья к нам приехала, давайте ее и позовем. Добрый день! Саш, ты можешь себе представить, что мы заканчиваем 11-й сезон? Столько не живут. Оказывается, быстро растут не только чужие дети, но и наше детище. Тоже как-то быстро растет. Ни с одной женщиной я так долго не жил, как с тобой. Обращайтесь. Давайте посмотрим фрагмент программы «Второй шанс». Я пришла, чтобы вы помогли моей матери вылечиться от алкоголизма. Моя мама, моя бабушка, которая меня воспитывает, она и предлагала: Олеся, оставайся, но она отказалась. И вот с тех пор вы сколько раз ее видели? Раза 3-4. Доченька, прости меня, пожалуйста. Прости, ладно. Я как бы ее не бросала. Я в душе же от нее не отказывалась. А это вы где споткнулись, я стесняюсь спросить? Подрались с девушкой. С девушкой? Да, С подружкой? Ну, с подружкой. А из-за чего подрались-то? Ну, разругались что-то, слово за слово. И... Слушайте, И она вам мазала? Ну, да. А вы-то ей хоть мазали? Ну, она поздоровее меня оказалась. По мертвому брату можно скорбеть и заливать скорбь водкой. Про родную дочь страшно думать, потому что стыдно. И можно опять позволить себе 250. Вы хорошо устроились? Узнала меня? Да. Олеся какая-то страшненькая стала. Олеся может вернуться к нормальной жизни, как вы считаете? Мне кажется, нет. Сила воли нужна. Я дам направление на лечение для прохождения полного курса наркологической терапии, и вы, если пожелаете, Я очень хочу. отправитесь туда. Сегодня в нашей студии героиня программы «Второй шанс» Анна Скотарь. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну что, после эфира ваша мама поехала лечиться? Да, поехала. Я очень рада, что она сдержала свое обещание. Ваша мама год была в репцентре. Да. И вы ее не видели? Нет. Мы по телефону только общались с ней. И как ей там? Ну, были, конечно, трудности первое время, там, эмоциональные качели, все равно как бы можно понять. А потом улучшение заметила, там тот же голос, по голосу уже как бы приятный голос стал вообще у нее. Цель к жизни у нее другая. Слушайте, ну вот Эффект сейчас есть. закончится реабилитация, а вы с ней обсуждали, как она дальше-то будет жить? Как, где, что делать? Да, мы с ней разговаривали на эту тему, что я ее забираю в Ангарск, снимаю комнату, нахожу ей работу. То есть вы в маму верите? Да. Вот мне интересно, я думаю, что вам тоже, как она выглядит после года реабилитации. Да, мне Вы тоже же ее не интересно. видели? По фотографиям так, но вживую-то, конечно, нет, не видела. Ну, давайте позовем Олесю к нам в студию. Год спустя. Это кто? А что без фингала? Теперь жизнь налаживается, то есть, ну, не дерусь. Давайте так, простой человеческий вопрос. Как дела? Отлично. Вот, мне это нравится. Сколько вы уже не пьете? Год. Ровно год? Ровно год. Расскажите, как проходила ваша реабилитация?
Были же моменты, когда, наверное, было тяжело? Первоначально мне было эмоционально тяжело. Незнакомый, ну, там, город, там все это незнакомое, столько людей. Ну, и как бы, я не знаю, я еще не принимала даже, ну, смирения никакого, можно сказать, не было. Ну, вы такая бунтарка же сама по себе. Ну да, это я в основном, наверное, употребление, а так-то в трезвости я вообще другой абсолютно человек. Более, наверное, такая добрая, общительная. Ну, во мне два человека, можно сказать. Вот в употреблении была такая, а сейчас вот по-другому. А какая вам больше нравится-то? Потому что можно лукавить сколько угодно. Конечно, сейчас такая, какая я есть. А ту не хотите вернуть? Нет, А чего Точно? так? нет. Это просто... Ну, такая веселая была. Ну, веселая, но это... Шальная императрица такая. Это просто страшно. Это был край, это было мое дно, это было вообще... Ну, я потеряла, можно сказать, человеческий облик какой-то. Ну, не знаю, ну, это разве похоже на женщину там, ну, даже на Да девушку? нет, это не было похоже на женщину. Да, Скажите мне, а планы-то какие? Я так понимаю, что Аня взялась вам помогать, естественно, при том условии, что вы не сорветесь. Конечно же, для чего тогда я это все проходила, для чего тогда вот эта помощь, ну, что, ну, вы мне Понятно. То есть помогали. Я ж не- у вас вот когда та умерла, проснулась совесть, верно ведь? Конечно. Ань, верите маме? Верю, но есть маленький процент страха все равно остается. А как мама-то в целом вам? Вот вы ее увидели вживую. Ну, конечно, красиво. Да. Когда не пьет. Слушайте, ну лет 20 скинула точно просто. Да. Спасибо. Были моменты, когда прям хотели сорваться, пойти выпить, да пошло, ну все, я поехала отсюда. Ну вас всех, вот я хочу туда-обратно. Ну честно. Конечно, конечно, были такие моменты. А Были. что останавливало? Останавливала вот то, что дочь... А какими потом глазами я буду смотреть? Ну, допустим, ну вообще, вот это был... Вот останавливала меня только дочь и внук. Смотрите, вот тут очень важно, чтобы еще один человек, который принял участие в вашей судьбе, сейчас принял участие в нашей программе. Потому что без него вы бы не пошли на реабилитацию, а нам очень важно услышать его профессиональное мнение о том, какие у вас шансы на то, чтобы остаться в трезвости. Мы говорим про Игоря Кизицкого, разумеется, Да. без которого это просто не могло бы быть. Да. Идите к нам, доктор. Во-первых, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы всем нашим героям помогаете всегда совершенно бесплатно. Спасибо вам большое. Доктор, каково вам там, а не там? Интересно. Более волнительно. Да? Почему-то, да. Но я волнуюсь, на самом деле, за результат, потому что это же та точка, когда сейчас все смотрят, и может быть как угодно. Потому что... Ну, то есть это вот именно точка бифуркации. Да. То есть завис шарик, куда покатится, неизвестно. Олеся достигла по формальным критериям ремиссии, по наркологическим критериям. И вот в чем разница, там, если полгода прошло? Практически ни в чем. Кроме одного очень важного нюанса, и это, по сути, появившаяся возможность делать свободный выбор. Вот что у нее теперь есть. Она теперь может, глядя на алкоголь, говорить «нет». А так, по сути, отсюда начинается старт. То есть это не завершение, А начало? а начало. Мгм. И есть еще же ряд вопросов, к сожалению. По здоровью? По здоровью, которые относятся к другим специалистам. Надо То есть все годы пьянки не прошли бесследно? Нет, к сожалению, нет. Алкоголь — полиорганный яд. И он нанес достаточно тяжелый удар. Доктор, а можно честный вопрос? Да. И честный ответ? Всегда. Если бы она к вам не попала, Смерть. понимаете, даже не качество вашей жизни, вас бы просто не было уже. Да, я знаю. Ваша дочь, можно сказать, подарила Спасла вам мне жизнь. жизнь. Когда-то вы ей подарили жизнь. Теперь она мне Теперь подарила она. жизнь. Слушайте, ну программа у нас сегодня, как вы понимаете, итоговая, 11-й сезон, поэтому она особенная. И эксперты, которые к нам в студию пришли, они пришли не выражать свое экспертное мнение, как обычно. А тогда спрашивается, зачем? Вот мы сейчас и узнаем.
Мария, Я очень рада быть сегодня в этой студии и быть маленькой частью этой трогательной, прекрасной истории. Я восхищаюсь вами, Олеся, за вашу силу, за то, что вы смогли побороть эту пагубную привычку. Желаю вам терпения и сил на этом пути. Берегите свою дочку. Несмотря на то, что вы не воспитывали ее, она смогла в своем добром сердце сохранить эту безусловную любовь к вам, своей маме. И я от всего сердца, от всей души хочу вас поздравить с обретением друг друга и подарить вам, организовать возможность семейного теплого ужина в лучшем ресторане Москвы. Спасибо. Спасибо. безалкогольного. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. 8 мая прошлого года в эфир вышла программа «Потерявшиеся». Очень необычная встреча братьев и сестер, которые 35 лет искали самую младшую сестру. Мы нашли ее. Но вот радостной встречи в студии не случилось. Давайте посмотрим, как это было. Вот я ее не видела. Дочку свою. Свою дочку. А сколько ей? 37-38 скоро будет. Ну, случилась какая-то беда. И надо ей помочь. Она у нас приемная. Она, когда в вашей семье росла, она росла с ощущением того, что вы мама и папа. То есть Да. она вот этот период, что она была в детском доме, не помнила. Я Рябова Татьяна Владимировна. Ищу свою родную сестру Рябову Ирину Владимировну. 35 лет родная сестра ее ищет. 35 лет. Бедняжка. Здравствуйте. Мы Ирину нашли. Уже много лет я ее разыскиваю, но не могу найти. Ответа нет. Ее следы теряются в Ноябрьске. Я ее год уже не видела. Спасибо. Вы бухаете? Подбухиваю. Нет, бухаете. Они вас искали, они были включены в процесс, они хотят вас вернуть в семью. У вас 0 эмпатии. Вот чего никогда не умела делать, это перебивать. Прошу прощения. У вас, Александр, это есть. Ну, Александр, дальше слушаю вашу мораль. Вот я смотрю на Ирину, сейчас она сидит. Как мама. Да. Смешно, что я сейчас женщину в вашем возрасте уговариваю остаться живой. Ты идешь на реабилитацию или нет? Ну, давайте попробуем. В нашей студии Татьяна Ковалева, это героиня программы «Потерявшиеся». Татьяна, здравствуйте еще раз. Рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, что было после программы? Ирина уехала отсюда у нас на реабилитацию, так скажем. Год мы с ней не виделись. То есть она год была в репцентре? Да, она здесь была в Москве год. Мы все вернулись домой. Мы ее нашли в группе, общались с Марией. Но оттуда она вернулась, она ушла в запой. Она допилась до такой степени, что у ней там... Ну, ее увезли опять в клинику, в Питере уже положили. Это мама ей помогла, да? Ну, ее приемная мама. Да, приемная мама. Мы также общались, но приемная мама начала ее настраивать против нас. Они почему думают, что мы их из-за чего ищем? То, что у них в Питере 3 квартиры, поверьте. Мы все обеспечены. У нас у всех есть жилье. Да у меня у самой дом двухэтажный, 320 квадратов. Как вы думаете, сейчас-то Иришка, как вы ее называете, пьет или не пьет? Ну, я думаю, наверное, не пьет, потому что, может, пьет, может, нет, не знаю. Я ей пишу. Она интересовалась нашими родителями, братьями, сестрами, на кого она похожа. И как-то я ей недавно написала, что «Айда созвонимся, поговорим». И она мне ответила: «Давай, говорит, сейчас я маме помогаю, созвонимся потом». Ну и до сих пор мы созваниваемся. Так и пропало. Ну и такой еще момент скажу. Я задала Марии вопрос: Мария, почему Ирина пьет? Что у вас в семье такого произошло, что Ирина... Мария это ее приемная мама. Да, это ее приемная мама, которая ее воспитала. Что у вас произошло? Вы знаете, что она мне ответила? Что? Я не стала ни грубостью, ничего не отвечать ей. Она мне написала: знаешь, Татьяна, не обижайся. В нашей семье никто не пьет, и никого мы в детский дом не сдавали. Вот она мне что ответила. Она имела в виду Гена. Ну да, она и думает, что... Но, извините, но мы-то же не пьем.
Слушайте, ну вы сами сказали, что она очень похожа на маму. На на маму. вашу маму. На нашу Но, родную маму. видимо, это дало о себе знать. А еще очень часто, вот судя по тому, что вам ответила Мария, очень часто такое происходит в семьях, которые считают себя идеальными. Я идеальная мама, у меня не может быть плохого ребенка. Больного, пьяного, еще какого-то. И такие мамы до конца, до упора не видят на самом деле, что происходит с их детьми. Потому что у них в голове идеальная картинка. Я же идеальная мама. Поэтому мой подросток в 13 лет, даже если пришел домой пьяный, я этого не вижу. Правильно же, доктор? Родители вообще последние, кто узнает об употреблении своих детей. Вот. А тем более, если у нее такой посыл, что у нас такая идеальная семья, у нас никто не пьет. Самый часто задаваемый вопрос нам с Сашей, ну, после того, что все актеры в вашей программе снимаются, это же не могут быть реальные люди. И мы уже устали на него отвечать, что нет, конечно. А второй, это когда спрашивают, а вы вот после программы перестаете с героями общаться? Нет. Наши прекрасные редакторы могли бы иметь совсем других друзей. Но нет, судьба сложилась так, что они дружат и общаются, и следят за всеми героями программ. Вот давайте посмотрим. Сколько мы год уже не виделись. Боже, как время быстро идет. Живу я с мамой ради собственной безопасности, пока я не плотно стану на ноги, скажем так. Квартира небольшая. Ну, нам с мамой хватает, в принципе. Меня абсолютно все устраивает. Устроилась на работу в магазин пока. Это временно. Коплю на учебу. Хочу восстановиться в медицине. Я люблю свою профессию, я хочу к ней вернуться. Трезвость – это абсолютно другая жизнь. Меня очень радует мой эмоциональный фон. Реабилитация, на самом деле, очень много дала. Объяснила, почему это все с человеком происходит, почему это со мной происходило. Я хочу сказать вот людям, которые в зависимости, ребят, это работа. Никто не сказал, что это будет легко, но оно того стоит. Хочу взять собаку, и именно чтобы с приюта была, знаешь, потому что хочется кому-то дать такую же надежду, как и мне, собственно, дали. После первой реабилитации, ну, видимо, чего-то не хватило внутреннего именно. И когда я сорвалась, я пришла сама во вторую реабилитацию, я сама попросилась, потому что, блин, я понимала, что я просто сама не справлюсь. Если совсем плохо вот психологически, я вспоминаю то дно, на котором я была. И туда я точно не хочу. Сам приход программы, это, наверное, было... я поняла, что есть выход. Вот этот момент, потому что тогда это было полное отчаяние. Я узнала, познакомилась со своими родными. Нет возможности пока больше пообщаться, потому что, расстояние. Они приглашали меня, кстати, к себе в гости. Конечно, я планирую, я не знаю, может быть, где-то здесь, в Питере встретиться. Может, они ко мне приедут. Все еще впереди. Ну что, Татьяна, скажете? Ну, нормально выглядит по сравнению с первой передачей. Слушайте, мы на самом деле намеренно не стали ее в студию привозить для того, чтобы не срывать реабилитацию. Ну, правильно же сделали, доктор? Если ремиссия устойчивая, уже не важно. Но мы как-то побоялись. Думаем, вдруг сейчас эмоции опять лишние. Хорошо, подтверждаю. У нас в студии наш постоянный эксперт, адвокат Алексей Аксенов. Вы же помогли тогда в тот раз определить ее, Ирину, в реп-центре, верно? Да, все верно. Именно в тот момент моя помощь заключалась в том, что я смог подобрать такую клинику, которая смогла дать ей вот тот толчок, результат которого мы сегодня наблюдаем на наших экранах. И тогда я увидел, кто такая Иришка. Я с ней несколько раз созванивался, и в дальнейшем тоже у меня была возможность с ней пообщаться. Это человек такой с характером, и сегодня даже через телеэкран мы видим, что даже и все произошедшие с ней изменения не изменили ее мощного характера. Но что хотелось бы отметить в первую очередь, что кроме внешних изменений, сегодняшние наши героини имеют еще серьезные внутренние изменения, как они говорят. Вот что Олеся, что Ирина, они говорят уже последовательно, структурно, и обороты речи у них такие живые, человеческие, такие настоящие. Вот нет этого затемнения в глазах, которое мы видели в предыдущих программах.
И я хотел бы отметить самое главное, что вот этот результат — это результат той работы, которая была проведена огромной командой. И в первую очередь это команда Первого канала. Это команда программы «Мужское, женское». И мне очень приятно, что я являюсь маленькой частью этой большой и дружной команды. И хочу вас за это поблагодарить. Ну, можно вас попросить встать, пожалуйста? Вы видите, что это огромная часть нашей команды, а не маленькая. И спасибо вам за то, что всякий раз, когда вы сюда приходите, вы готовы оказать помощь тем людям, которые оказались либо в беде, либо вот в такой вот жизненной неразберихе. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. В этой студии мы неоднократно поднимали тему аварийного жилья. Давайте вспомним программу «Звездное небо над головой». Наш дом построен был в 1885 году. Подождите, так ему 135 лет. Признан аварийным в 2015 году. Нас до сей поры никто не расселяет. Вот я спокойно достаю кирпич, потом проседаю. Фундамент, его нету, видно все насквозь. Вот. У нас замерзает вода, замерзает канализация. Потолок обрушился, такие бревна полетели тут. Я смотрю, вы прихрамываете? Пойдемте. Я вчера в яму упала. Там, в какую яму? Там доска сломалась. Ты в доме в своем, что ли? К 31 декабря 2023 года мы обязаны его расселить в полном объеме. До 22 года каждый собственник и муниципал, который в этом доме проживает, То есть вы же собственник? получит Так. от администрации отдельную квартиру. А площадь у них будет такая же, как у них сейчас есть, меньше. Роман Владимирович? Да. Нет? Почему меньше? Равнозначно. Мы расселяем из метра в метр, и может быть больше. В нашей студии Ольга и Эдуард, герои программы «Звездное небо над головой». Здравствуйте. Здравствуйте. 5 лет прошло. 5 лет, Да? да. Ну, рассказывайте, что за эти 5 лет в вашей жизни изменилось. Дали квартиры, как обещали. Но все равно это был путь непростой, да? Да. Вот рассказывайте. Но они сразу предложили маневренный фонд. Сразу же. Однокомнатную квартиру, но у всех в семьях же по 4, по 5 человек. И ванны не было там. И все отказались. То есть они предложили маневренное жилье меньше, чем то, в котором Да. вы жили, правильно Да, же? да, да, И да. более худшие условия. Еще чем худшие вот. даже, Потому да, что да. воды там нет, туалет тоже, как говорится, дырочка. Короче, там унитаза даже не было в этом доме. Ну, то есть вам предложили шило на мыло поменять, правильно? Да. Так, а дальше? Ну, а дальше потом в 22 году, в конце 22 года, в декабре, звонят с администрации города и... А они же обещали до 22 года, да? Не успели, потому что специально в это время строился дом именно для переселенцев. Так. Целый дом, только для них. Нас до этого, до передачи, нас не включили в список этого дома, потому что у нас очередь была только на 25-й год на расселение. После передачи нас внесли туда. Ага. И вот дом построили, и поэтому именно получилось, что в ноябре Вы попали в 22-го. этот дом? Да. С новосельем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, давайте посмотрим на то, как вы сейчас живете. Благодаря вашей передаче мы из аварийного жилья выехали в этот прекрасный новый дом. Это наша большая комната. В этой квартире крыша не протекает. У нас прекрасная квартира. Мы заехали сюда, ремонт уже был сделан. Обои уже были поклеены, линолеум постелен. Можно было просто заносить вещи и жить. Это наш балкон, с которого открывается прекрасный вид. Район развивается, он новый. Нам здесь нравится. За 2 года мы уже привыкли.
Вот наша квартира, которую мы получили в администрации города 23 декабря. Квартира идеальная, все чисто, все красиво. Ванная в отличном состоянии. У нас на Благовещенской было все такое плохое, все сыпалось. Вот наша большая комната, кровать, стенку купили сразу же. Наша кухня маленькая, уютная. Когда мы на Благовещенской жили, там на кухне даже вот палец вот так сделаешь, например, и палец проваливался в стену. Ну, короче, весь дом уже такой сыпался весь уже. Это наш балкон. Недавно мы его застеклили. Ну, тут еще осталось немножко потолок, но это мы потихонечку все побелим, все будем обустраивать. Когда знакомые спрашивают, я всегда говорю, что, если честно, мы живем как в сказке. Я хочу вас познакомить с Виктором Копичко. Он, я так понимаю, очень рад тому, что вы сейчас живете в человеческих условиях, но хочет сделать ваши условия еще лучше. Правда, я понимаю? Конечно. Вы прошли длинный, очень сложный путь. Я вас поздравляю с новосельем. Искренне желаю дальнейшего благополучия во всем. И хочу немного поучаствовать в вашем благополучии, подарить вам сертификат на бытовую технику. Спасибо большое. Во благо. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо большое. Спасибо. Так это только тебе? А это кому из нас? Вы семья? Нет. Нет. Ах, нет. Мы Ну, тогда у разные меня есть еще квартиры. один. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я это хочу... Справедливость восстановлена. Можно я еще скажу? Так как мы только двое поехали с этого дома, остальные жильцы не смогли, но они попросили вас поблагодарить, ну и пожелать вам здоровья, самое главное, Александр, Юля и всему вашему коллективу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте посмотрим фрагмент программы «Письма Деду Морозу», которая, кстати, вышла совсем недавно, в декабре 2024 года. Наше следующее письмо от 13-летнего Семена из Красноярска. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Семен, мне 13 лет. Я очень люблю свою маму. Мы живем с ней вдвоем. Моя мама вот уже 5 лет клеит суперклеем себе зубы, потому что они у нее очень плохие. И ей стыдно выйти без них. Я вливаю сюда, в эти отверстия, клей и фиксирую на зубах. Я настолько привыкла к этому, что делаю уже это все интуитивно, без зеркала. А зубы когда стали портиться? Давно я ставила дважды, когда еще работать могла. Последний раз коронка упала, и подсказали мне такой рецепт. Мы тут позвонили одному Деду Морозу. Зовут его Юрий Азарьев. Он врач-стоматолог. Юрий, мы вас ждем. Закончится передача, мы заберем Наталью. В клинику? Сразу заберем в клинику, да. Спасибо. В нашей студии Семен Бугель, который очень мечтал об улыбке для своей мамы. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте. Рады вас видеть вновь в этой студии. Я тоже рад. Как у вас дела? Да все отлично. С мамой все хорошо? Да, все отлично. Улыбается часто. Но без суперклея теперь улыбается? Конечно. Это совсем другое дело. А что у вас в руках? Вы прячете, я вижу. Опять приготовил для вас подарки. Для нас? Да. Ой! Это для вас. А ты помнишь фигурки какие Да были? я помню, у меня стоит на камине фигурка, меня изображающая. Семен, я обещал тебе выйти с тобой на связь, чтобы затеять бизнес, помнишь? Да. Но пока не получилось по одной простой причине. Я жду следующего Нового года, чтобы выступить Дедом Морозом. Хорошо? Это просто фантастика. Этим надо заниматься. Мама изменилась? Я имею в виду не внешне, а характер поменялся у нее? Как сказать? Стало как будто... Когда женщина, смотри, я тебе объясню, про что Саша спрашивает. Когда женщина сама себе в зеркале нравится, да, конечно. она, конечно же, меняется. Да. Она сейчас себе в зеркале нравится? Да, конечно, нравится. Ну, слушай, наша съемочная группа снимала весь процесс преображения твоей мамы. Давай поделимся со всеми. Здравствуйте, Наталья, Семен.
сегодня сказка свершится. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы готовы? Конечно. Пойдемте. Пойдемте. Присаживайтесь. Знаете, это финальный момент, все его ждут, мы волнуемся не меньше. На самом интересном обрезали. Так мы зубы и не увидели. А мы сейчас их увидим, поскольку, конечно, Наталья к нам приехала. Давайте ее и позовем. Здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, улыбайтесь, что? Улыбаюсь и не стесняюсь. Да. Я так понимаю, что сразу после программы вы поехали не куда-то, а прям в клинику. Конечно. И очень-очень быстро. Все я не ожидала. Это был просто фейерверк. Надеялась на съемные протезы, а сделали имплантацию. Да вы что? Да. Там вся клиника вами занималась? Доктор Юрий Азарьев занимался. Ну, раз доктор Юрий Азарьев Это вами просто- занимался, пришла позвать его в студию. Ой. Дорогой мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну, я вижу спустя полгода уже другого человека. Ну, я так понимаю, что с такими пациентами, как Наталья, работать одно удовольствие, да? Да, да. Ну, ей огромное спасибо. Она прям доверилась, это немаловажно. Она доверилась прям с первых дней, и мне было намного проще так работать. А вы знаете, что отец Семена теперь стал чаще приходить, да? Да, О. стал чаще приходить. Каждый раз любуется, честное слово. Доктор, ну вы и Семену же тоже, да, все исправили? Да, у меня коллеги, врачи попросили, как бы, говорят, можно мы тоже поможем, поучаствуем, да, и мы Семену там, у него все полностью санировано, то есть у него не кариеса, у него были проблемы там с уздечкой, которая мешала ему правильно, грамотно разговаривать. И хирург помог, теперь мы под нашим контролем. У меня и для вас есть тоже подарок. Да? О, огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая. Милан, вам слово. Я наблюдаю за вами. Во-первых, у вас потрясающе красивые глаза, а теперь еще потрясающе красивая улыбка. Вы светитесь, такая яркая, такая проявленная, такая в хорошем смысле раскрепощенная женщина. Я хочу, чтобы вы были по-настоящему счастливы, по-женски. И этого вам от души желаю. А ваш сын, мне кажется, мы живем в то время, я просто сама родила несколько недель тому назад мальчика. Поздравляю. Спасибо. И сейчас только говорят о том, что молодежь какая-то уже не та, что дети более эгоистичные, грубые сами по себе. Вот ваша семья и Семен, то, как он относится и поддерживает вас, это пример того, что на будущее поколение можно надеяться. Он настолько сердобольный, он настолько любящий, он настолько ответственный в свои молодые годы. Я восхищаюсь тобой, Семен. Твоей жене очень сильно повезет, и мы в это верим все. И у меня... Так как Семен говорил, что он занимается и увлекается в том числе компьютерными играми, мне бы хотелось дать возможность ему из этого вырастить свой настоящий талант. Да. И сегодня во время технологий мы никто не живем без смартфонов, поэтому последний смартфон для тебя от меня лично. Спасибо. У меня для вас тоже вот есть подарок. Боже мой, можно я тебя обниму? Ты настоящий герой. Можно я вас тоже поцелую? Спасибо огромное вам. Вам повезло с сыном, пусть теперь повезет с мужем. И будет пример счастливой женщины и семьи. Спасибо большое. Спасибо. Наташа, а теперь неловкий вопрос. Можно вам задать? Да? Вообще очень сильно помогла вам и попасть на программу,
и сделать то, что произошло, ваша близкая подруга Валентина, верно? Да. Но какая-то кошка между вами пробежала, и я так знаю, что вы сейчас в ссоре, верно? Да. А почему? Честно говоря, я сама не знаю почему. Как-то вот так получилось. Это не первый раз мы ругаемся, миримся. А потом миритесь. А потом это как-то... Наверное, устаем друг от друга. Отдыхаем. А сейчас отдохнули? Ну да, я отдохнула. Хорошо, тогда давайте Валентину позовем в студию. Привет! Ну вот и помирились. Да, Семен? Я от нее отдохнула. Ну что только с девочками не бывает. Да. Валь, вы рады за подругу? Ну, конечно, рада. А то все время говорят, лучшая подруга, лысая подруга. Только на этом дружба держится. Нет, у нас не так немножко. Мы как бы друг другу-то особо... Для меня она сестра всегда А мы уж была, думали, что вы младшая. из-за зубов с ней разругались. Нет. Нормально. Нет. Ну вот это также всегда говорит, зависть. Какая дружба. Нет, здесь совсем другое было. А говорят, что женской дружбы не бывает, но мы-то знаем. А нам делить просто нечего. Да. А что же вы тогда ругаетесь регулярно? Ну а что так скучно? Конечно. Отдохнули друг от друга, потом вот так вот раскинулись друг другу на шею. и всё. Я представляю, что сегодня вечером будет. Да. Как бабы отмечают воссоединение, я немножко Так а если представляю. бы пили, другой... Очень хорошо, что вы здесь, в студии, воссоединились. И Доктор, вам огромное спасибо. Огромное Доктор, вам спасибо. Спасибо. Что наоборот, пообещав одно, выполнили даже больше, чем обещали. Главное, чтобы Наталья теперь уже дальше была только рада этому всем. А как по-другому? Конечно, я счастлива. Ну что, друзья мои, мы, когда начинали эту программу, изначально поставили задачу перед всем нашим громадным штатом, что мы не хотим просто, как обычное ток-шоу, встречаться здесь, обсуждать проблему и расходиться. Заканчивая словами. Что какой-то выхлоп все-таки из всех наших историй должен быть. И вот уже 11 лет, как можем, так и помогаем. Можно пожать профессиональную руку. Спасибо. Спасибо всему нашему большому, огромному, любимому коллективу за то, что уже столько лет мы все вместе делаем эту большую и важную работу. А вам, наши дорогие зрители, спасибо за то, что вы нас смотрите. Но у меня есть одно маленькое уточнение. Я очень много путешествую по России. Я вас умоляю, если я приезжаю в ваш город или в ваш регион, это не значит, что у вас что-то случилось. Я иногда просто путешествую. Счастливо. Мой супруг подбегает, чтобы их разнять. Он берет за куртку Владислава и тянет назад. А с чего конфликт начался? Дмитрий выкинул мусорный пакет в мусор и не попал. Была драка. Один погиб. Возле этого столба его обнаружили мертвым. Значит, кто нанес ему удары? Соответственно, ваш муж. Это была сердечная недостаточность. А черепно-мозговая травма? Не явилась причиной смерти. Моего мужа убили зверски. Он пьяный был. Для меня он был абсолютно трезвый. Он начал на меня наседать сверху. И вот в этот момент выбегает вот эта вот женщина, брызгает в глаза моему супругу. Два по пояс раздетых молодых человека бьют моего супруга. Совсем раздетых? Да, по пояс раздетый. В результате борьбы кофта слетела. И у одного, и другого сразу. И То есть сначала слетела куртка, потом слетела кофта. футболка. Потом еще футболка слетела. Так когда все-таки они отошли от мужа, и вы к нему наклонились, что вы увидели?